Сейчас в самом разгаре Мюнхенская конференция по безопасности. Для людей наших взглядов событие это однозначно ассоциируется с очередной годовщиной убийства Алексея Навального в колонии особого режима «Полярный волк». Вторая годовщина гибели Навального завтра, но чем в точности его убили, мы узнали вчера. Независимо друг от друга лаборатории Британии, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, изучив образцы биоматериалов Алексея, пришли к выводу, что убит он был эпиботидином. Эпиботидин – это природный алкалоид, который извлекают из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. И это все, что мы можем рассказать, потому что токсикологов у нас в команде нет. Судя по комментариям сведущих в вопросе людей, убийственная суть этого яда в том, что пострадавшего от его действия нельзя спасти случайно. Атропин, как в случае с новичком, тут не поможет. Тут надо заведомо знать, с каким ядом имеешь дело. Проще говоря, те, кто травили Навального, учли ошибки прошлого раза, когда врачи скорой помощи в Омске вкололи ему атропин, чем спасли ему жизнь. И сделали все от себя зависящее, чтобы в этот раз такой осечки не вышло. Поговорим сегодня об этом всем. Сначала напомню, у нас в описании инструкция по обходу блокировок, которую мы регулярно обновляем, так что зайдите и настройте себе, чтобы посмотреть YouTube без замедления и звонить через Telegram и WhatsApp. Надо сказать, что мы гораздо отчетливее понимаем уже задним числом все произошедшее с Навальным, начиная с августа 2020 года, с его первого отравления. Тогда, скоро уж как 6 лет назад, действительно было сложно ответить на вопрос, а с чего вдруг? Ведь больше 8 лет с зимних протестов 11-12 годов в Москве, когда Навальный возник как лидер оппозиции, режим Путина с ним находился в каком-то плюс-минус балансе. Расследования, митинги, попытки участия в выборах, умное голосование, бесконечная регистрация своей партии, с одной стороны. Административные задержания, уголовные дела, обыски, домашний арест, с другой. 2020 – это год пандемии, год обнуления путинских сроков посредством плебисцита на пеньках. Но нельзя сказать, что тогда происходило нечто новое именно в смысле политического обострения. Переписывание Конституции не вызвало ни у кого особого энтузиазма или, наоборот, протеста. На пандемию государство отреагировало ровно так, как люди от него ждали, полностью самоустранилось и предложило всем выкарабкиваться, как знают. Гулять в выходные за счет работодателей. 20-й, не 19-й с его выборами в МГД и с большими протестами, не 18-й с президентскими выборами, не 17-й с расследованием про Медведева. Совсем наоборот, в 2020 году пандемией всех как пыльным мешком пришибло. Мы в основном следили за происходящим в Беларуси. Российская политическая жизнь стояла на паузе. Тогда казалось, что момент для расправы с лидером оппозиции выбран очень странный. Сейчас мы понимаем, почему был выбран именно он. Отдавая приказ на убийство Навального, Путин уже знал, что собирается развязать войну. С начала войны российскому режиму потребовалась примерно неделя, чтобы осознать, никакого эхо Москвы, никакой имитации хотя бы минимального плюрализма в СМИ он позволить себе уже не может. Но еще за 1,5 года было очевидно, что при живом Навальном на свободе, который способен аккумулировать протест, никакой большой войны, сохранив управляемость системы, устроить не выйдет вовсе. Война дала ответы на очень многие вопросы, которые казались необъяснимыми. Мы теперь понимаем, почему украсть выборы в Госдуму в 2021 году настолько было принципиально. Почему нельзя было допустить ни единого независимого депутата? Ведь даже единичные выступления избранных парламентариев разрушили бы все представление о монолите общества и власти. Теперь мы понимаем, почему так важно было физически устранить Навального, а, потерпев неудачу, выдавить его за границу. Не было варианта, при котором Навальный бы замолчал и не стал точкой опоры для большого протестного движения. Но Алексей вернулся. Это решение принял политический актор, который, безусловно, осознавал свои риски, который прекрасно понимал, что возвращается в руки убийц. Он принял решение вернуться, исходя из собственных представлений о будущем своем и страны. Не это решение привело его к гибели. К гибели его привел тот, кто решил его убить, Владимир Путин. Те же, кто упражняются в поиске каких-то людей, под чьим-то якобы влиянием находился Навальный в принятии этого решения, те явно не понимают, что это был за человек.
вот он уж точно сам принимал решения. Собственно говоря, именно за то, кем был Навальный, за то, что он оставался самостоятельным политическим актором, даже сидя в страшной колонии за полярным кругом, именно за это Путин его, очевидно, и добил. Пока был жив Навальный, он представлял угрозу для Путина в любом месте и любом состоянии. Почему? По той же самой причине, которую мы с вами на днях обсуждали в контексте блокировок в интернете. Российский режим правит, внушая своим гражданам парализующий страх, внушая представление о себе как о непобедимой силе, с которой остается только смириться и подчиниться. Никто не борется с непобедимой силой не потому, что у нее много денег, дубинок и карцеров в СИЗО, а потому что люди принципиально не любят заниматься бесполезной активностью. Если победа недостижима, то и предпринимать действия для ее достижения не имеет смысла. Алексей Навальный же транслировал мысль принципиально иную. Мысль, которая внушала гражданам уверенность в собственных силах. Не самого высокого ранга жулье, которое довольно случайным образом за счет уникального стечения обстоятельств захватило власть. Это совсем не та непобедимая сила, с которой нельзя бороться. Совсем наоборот. Это жулики, которые знают, что они жулики. Которые своих собственных граждан боятся куда больше, чем гражданам кажется. Жулики, которые точно знают, если вдруг на новом круге, в очередных выборах, в очередных протестах, в очередном кризисе они не смогут снова всех обмануть, им конец. Мысль, которую серьезные политологи формулировали о режимах типа нашего, что те на 80% основаны на пропаганде и только на 20% на насилии, эту мысль Навальный высказывал куда более понятно. Нет и не будет у них ресурсов всех нас побить и посадить. И они об этом знают. Поэтому бредят угрозами цветной революции. Поэтому всякий раз так сильно переживают о любых выборах и стремятся не допустить вообще никаких осмысленных кандидатов. Поэтому, как угорелые, сражаются с умным голосованием. Ведь если граждане хотя бы в один момент почувствуют в себе силу, поймут, что их много, а кремлевского жулья мало, что жулье это совершенно непопулярно и сидит на своем месте не благодаря воле большинства, а потому что волю эту искажают, если граждане все это поймут, режим очень быстро посыпется. Вся активность Навального в конечном итоге сводилась к тому, чтобы дать обществу почувствовать свою силу и ощутить реальную слабость режима. Кто видел эту панику перед выборами от умного голосования, тот не забудет никогда. Тогда оказалось, что вся мощь пропаганды рискует проиграть просто списку фамилий, авторизованному политическим заключенным. Чем слабее режим себя ощущал, тем более свиреп он был с Алексеем. В 2013-м режим ощущал себя в высшей степени крепким, настолько, что допустил Навального до выборов, без 5 минут проиграл второй выбранный пост в стране. И больше таких ошибок никогда не делал, такой уверенности в собственных силах не допускал. Чем далее, тем менее возможно было, чтобы не то что сам Навальный, но любой человек, о котором он хоть доброе слово сказал, оказался в избирательном бюллетене. Уверенность, которую транслировал Алексей, настолько активно передавалась гражданам, что они, вместо того, чтобы внушать себе пораженческие настроения, шли что-то делать. Голосовать на выборах, агитировать, протестовать. Не всегда из этого получался результат, но иногда получался. И нет для нашего начальства опыта хуже, чем граждане, которые что-то сделали и у них получилось. Роль Навального для нашего общества была именно в излечении от парализующей пассивности. Он показывал, если что-то делать, особенно если делать это организованно, мы будем преуспевать. Пусть не всегда, но наши усилия точно будут не бесполезны. В прошлом году мы об этом говорили, и в этом тоже повторим. Неубиваемый оптимизм Алексея, который заряжал общество уверенностью в собственных силах, который разрушал веру во всесилие вороватых временщиков, это причина для расправы над ним. Власть не может выглядеть такой, какой заставлял ее выглядеть Навальный. Но не может же ее мотивация сводиться к тому, чтобы держаться за кресло любой ценой заради жизни в 1000 квадратных метров железобетонного коровника, снабженного золотыми ёршиками. Вспоминая Алексея во вторую годовщину, мы должны помнить не только то, кем он был для нас, а был он столь же бесстрашным, сколь оптимистичным.
никогда не воспринимал текущее положение вещей как вечное или нормальное. Всегда знал, что режим Путина конечен, что он растворится без следа. И в этом, вне всякого сомнения, был прав. Но мы должны помнить, кем он оказался для режима. Ведь даже после смерти Алексея мы имеем возможность наблюдать, что враги его остались теми, кем они есть. Да, эти упыри наелись деньгами и теперь питаются людьми. Теперь Путин получает удовольствие от войны самой по себе, от возможности двигать границы и чувствовать себя средним арифметическим между Сталиным и Жуковым. Но от этого ни Путин, ни его приссные не стали какой-то непобедимой сущностью. Совсем наоборот. Каждый раз, когда им сопротивляются, они имеют бледный вид. Войну не выиграли, интернету в блокировках проигрывают, а выборов боятся как черт ладана. Во вторую годовщину убийства Алексея будем помнить, наши усилия не бесполезны. Мы не будем выигрывать всегда, но и всегда проигрывать не будем. До завтра.